Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя, и сегодня мы свяжем вот такой вот красивый квадратный мотив. Вяжется он очень легко, справится даже новичок. И из данного квадрата мы сформируем подвесную корзинку. Квадрат у меня размером получился 31 сантиметр. Для вязания я использовала хлопковый шнур 3 мм. Понадобится около 150 метров. Также нам понадобится крючок номер 5 и пуговица. У меня она размером 2,5 сантиметра. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в колечко провязываем еще 2 столбика с накидом. Вот у нас получилось 1, 2, 3 столбика. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова в кольцо провязываем 3 столбика с накидом. После 3 столбиков 3 воздушные петли. Снова 3 столбика с накидом в кольцо. Далее 3 воздушные петли. И вяжем последний раз 3 столбика с накидом. И после 3 столбиков 3 воздушные петли. Колечко затягиваем. И делаем соединение. Вытягиваем петельку. Крючок заводим вот сюда вот под косичку. Вытянули петлю. Далее крючок вводим вот сюда вот в арку. Накидываем петельку и затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытянули петлю, провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Итак, в первом ряду мы провязали 3 столбика, их мы провязывали 1, 2, 3, 4 раза, между ними вот 3 воздушные петли. Вот здесь у нас будут формироваться углы нашего квадрата. Соединять мы всегда будем на углу, вот таким же способом. Далее, сюда же в арку мы провязываем 2 столбика с накидом. Далее делаем 1 воздушную петлю. И вот в эту арку мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее провязываем 3 воздушные петли. И снова в эту же арку мы провязываем 3 столбика с накидом. Вот таким образом мы будем провязывать каждый угол.
3 столбика, 3 воздушные петли, снова 3 столбика. Далее мы провязываем одну воздушную петлю, и снова у нас уголок идет. Провязываем точно так же 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. И снова 3 столбика. Воздушная петля. И в угол мы снова провязываем точно так же 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Довязываем до конца. В конце провязываем 3 столбика с накидом. Провязываем 3 воздушные петли и делаем соединение. Ряд у нас всегда будет заканчиваться 3 воздушными петлями. Делаем соединение точно такое же, как и в предыдущем ряду. Заводим вот сюда вот под косичку. И крючок вставляем в арку. Накидываем петельку, затягиваем. Делаем соединение и провязываем 3 воздушные петли. И сразу сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Все ряды у нас начинаться и заканчиваться будут одинаково. Далее после 3 столбиков мы делаем одну воздушную петлю, находим следующую арку. Вот здесь мы провязывали одну воздушную петлю, здесь мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее после 3 столбиков 1 воздушная петля. И вот наш угол. На углу мы провязываем точно так же 3 столбика, 3 воздушные петли и снова 3 столбика. Далее провязали угол, делаем одну воздушную петлю. И вот в следующую арку мы провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И далее повторяется. Здесь провязываем угол. Здесь вот где 1 воздушная петля, мы провязываем 3 столбика. Довязываем до конца. В конце у нас ряд заканчивается. Мы сюда провязываем 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли. И делаем соединение. Провязываем 4-й ряд. Вот я сделала соединение. Сюда же мы провязываем 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Не забывайте провязывать воздушную петельку. Далее вот в следующую арку мы провязываем 3 столбика.
И после 3 столбиков снова 1 воздушная петля. Далее следующая арочка, сюда мы снова провязываем 3 столбика. Воздушная петля и снова уголок. На углу мы провязываем точно так же. Вот у нас 6 столбиков, между ними 3 воздушные петли. И далее у нас ряды повторяются. Не забываем, между вот этими 3 столбиками мы провязываем воздушную петлю. И в следующем ряду уже провязываем сюда вот 3 столбика. Сюда, вот здесь вот. И так провязываем далее самостоятельно. Всего необходимо провязать 11 рядов. Вот я провязала 11 рядов. Здесь у меня заканчивается 3 воздушными петлями. Сейчас мы сделаем соединение и будем формировать петлю. Делаем соединение, заводим крючок вот сюда вот под косичку и делаем соединительную петлю. Далее вводим под следующую, также провязываем соединительную петлю. Вводим крючок вот сюда вот под арку и провязываем столбик. Далее провязываем воздушные петли. Вот я провязала 35 воздушных петель. Далее в конце нам необходимо сделать петельку для пуговицы. Для этого переворачиваем и смотрим. Вот здесь у нас идут перемычки. Вот они. Отсчитываем 6 перемычек и в 7-ю провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю провязываем столбик. Если у вас пуговица поменьше, можете провязать в 6-ю или в 5-ю. Провязали. И далее вяжем до конца, заводим крючок под перемычки и провязываем столбики без накида. Далее нам необходимо будет сложить 3 стороны. Вот у нас сторона, где идет петелька, а другие 3 мы сейчас их сложим вот таким вот образом. Вот так вот складываем, и здесь мы будем прошивать. Далее мы берем пластиковую либо металлическую иглу с большим ушком. Если нет иглы, можно воспользоваться крючком, но иглой, конечно, намного будет удобнее вытягивать нить. Далее вот соединили, и вот с этого края мы прошиваем. Заводим иглу под обе стеночки полупетли с одной стороны и со второй. Далее с обратной стороны. Данный кончик мы потом его спрячем. И вот таким образом мы прошиваем до конца.
Готова наша подвесная корзиночка. Вот я пришила уже пуговку. С такой петелькой очень удобно будет ее закреплять. Размером у нас получилась она 21 сантиметр на 31 приблизительно. Такую подвесную корзинку можно повешать не только дома, но я думаю, еще и можно ее повешать в машине. Она очень удобная и смотреться будет очень красиво. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно всем отвечу. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.